Так, друзья, это видео я решил назвать проклятием дежавю. Вот, закройте глаза и просто прислушайтесь к своим ощущениям. Когда-нибудь ловили себя на чувстве, что все это уже было? Не просто делали, не просто какие-то лица, а тот самый вот вкус какого-то разочарования. Какая-то тяжесть в груди, которая говорит: опять я снова здесь, опять я снова в этой яме. Это уже было. Знаете, меняются декорации, города. Даже в вашем паспорте появляются новые печати, там в телефонной книге новые имена. Вы можете переехать в другой край света, сменить профессию, там, заработать денег в 10 раз больше. Но проходит год, там, 2, и вы обнаружите себя в той же самой точке, той точке боли. Вы снова в отношениях, где вас не ценят. Вы снова на работе, где вас просто используют. Вы снова в состоянии какого-то денежного потолка. Сколько бы вы ни пахали, или вы снова в той же самой депрессии, от которой казалось, как будто вы убежали навсегда. Это называется проклятием дежавю. Потому что ваш разум кричит: это несправедливо, мне просто не везет. Это люди такие, это мир такой, эти обстоятельства такие. Ваш разум ищет виноватых снаружи, чтобы защитить ваше эго. Но наблюдатель внутри вас смотрит на эту картину совсем иначе. Наблюдатель видит: вы не попадаете в эти ситуации, вы их просто притягиваете, вы их просто конструируете с точностью ювелира. Почему мы, обладая разумом, раз за разом выбираем сценарий, который нас просто разрушает? Почему привычное страдание кажется нам безопаснее, чем какое-то неизвестное счастье? И какой скрытый код заставляет нас наступать на те же самые грабли, даже если вы пообещали себе больше никогда этого не делать? Давайте в этом видео мы, знаете, не будем разбираться и заниматься саморазвитием. Мы будем заниматься деконструкцией нашего личного самоубеждения. Мы взломаем механизм, который заставляет нас ходить просто по этому кругу. Давайте разберемся, почему наша боль стала нашим домом. Давайте разберем физику этого процесса. Почему мы всегда возвращаемся в эту боль? Вот у нашего мозга есть одна главная задача – выживание. Это не наше счастье, не наш там успех, не наше саморазвитие, только выживание. И для нашего подсознания безопасно – это не там, где хорошо. Безопасно – это там, где просто знакомо. Вот ваша привычная боль – это ваша зона комфорта. Как бы дико это ни звучало, да. Вы знаете, как в ней дышать, вы знаете, как в ней страдать, знаете, как в ней просто выживать. Это ваша старая деревня, о которой мы уже говорили. Вы изучили здесь каждый закоулок своего несчастья. А радость, покой, а настоящая свобода – что это? Это просто какой-то открытый космос. Там нету инструкций, там нету привычных опор. И ваша система безопасности воспринимает этот свет как какую-то угрозу для нашей старой личности. Когда-нибудь задумывались, почему вас тянет к сложным людям? Почему вас не интересуют те, с кем вы просто все ясно и просто? Потому что в простых отношениях вам не за что зацепиться своей старой травмой. Вашему персонажу там просто нечего делать. Там нет вашего привычного театра теней. Вы снова и снова находите тех, кто будет подтверждать ваши самые страшные убеждения о себе. Если вы верите, что вас нельзя любить, вы найдете того, кто вас предаст. Если вы верите, что деньги – это опасность, вы найдете способ их просто слить моментально. А если вы верите, что мир – это какая-то борьба, знаете, вы создадите себе войну просто на пустом месте. Как это называется? Это называется самосбывающееся пророчество. Вы не жертва обстоятельств. Вы режиссер своего сериала, который идет уже там 20-й сезон. И вы просто боитесь сменить этот жанр, потому что не знаете, как играть в комедии или в глубокой драме с названием «Счастливый конец». Вам привычный ваш сценарий. Это факт. Мы не боимся боли, мы боимся аннигиляции своего привычного «я». Мы боимся, что если мы перестанем страдать, то от нас ничего не останется. Что наше «я» – это и есть та самая боль. Но вы – это не ваша боль. Вы – это то, кто ее осознает. Давайте посмотрим на ваши циклы с высоты наблюдателя. Многие называют это кармой или судьбой. Нам кажется, что кто-то свыше наказывает нас за что-то. Но наблюдатель знает. Карма – это не наказание, это просто невыученный урок. Это вопрос, на который вы раз за разом даете неправильный ответ. Жизнь – это очень терпеливый учитель. Она будет подсовывать вам одну и ту же ситуацию бесконечно.
в разных обвертках, с разными людьми и с разными декорациями. Она будет шептать вам: вот смотри, опять то же самое. Ты опять выбираешь страх вместо честности. Ты опять выбираешь удобство вместо подлинности. Ты опять предаешь себя ради чего-то одобрения. И пока вы не измените свои реакции, пока вы не дадите новый ответ, этот сценарий не закроется. Вы будете возвращаться в этот класс снова и снова до полного изнеможения, до обнуления. Вот вам кажется, что вы изменились, что вы прочитали книги, прошли курсы, все поняли. Но понимать головой — это не значит измениться. Ваша истинная метаморфоза происходит в тот момент, когда вы стоите на пороге старой боли, когда знакомый сценарий начинает разворачиваться перед вами, и вы вдруг говорите: «Стоп! Я это уже видел, я знаю, чем это закончится». И в этот раз я выбираю тишину. Вы не боретесь со старым сценарием, вы из него просто выходите. Это момент вашего истинного пробуждения. Вот цикличность боли – это ваша попытка завершить то, что не было завершено в прошлом. Обычно в глубоком детстве. Вы пытаетесь долбить себя через холодных партнеров, вы пытаетесь доказать свою ценность через деспотичных начальников, пытаетесь переписать прошлое в настоящем, но прошлое переписать нельзя. Его можно только оставить. Разрушение, о котором мы говорили в первом видео. Было нужно, чтобы вы увидели эти нитки, чтобы вы поняли: ваша боль – это не случайность. Это ваш навигатор, который кричит о том, что вы идете просто по кругу. Остановитесь, перестаньте бежать. Посмотрите своей боли в лицо. Спросите ее: что ты пытаешься мне сказать? От какой правды я так долго бегаю? Что ты вынуждена возвращаться ко мне? И почему ты возвращаешься ко мне снова и снова? В этой честности и скрыт код вашего освобождения. Как разорвать этот круг? Как наблюдателю остановить маховик привычного страдания? Первое. Перестаньте верить в свою уникальную несчастную судьбу. Ваша боль – это не проклятие. Это просто привычка вашей нервной системы. Это нейронная колея, по которой ваш разум катится просто по инерции. И чтобы из нее выехать, вам нужно приложить волевое усилие в точке осознания. Второе. Начните отслеживать вход в сценарий. У каждой вашей боли есть какие-то предвестники. Определенные мысли, определенные ощущения в теле, определенные слова, которые вы говорите себе в начале этого цикла. Заметили этот вход? Остановитесь. Не делайте ни одного привычного движения. Никаких звонков, никаких разборок, оправданий. Просто побудьте в этом дискомфорте. Это точка вашего роста. Третье. Откажитесь от вторичной выгоды, вашей боли. Да, ваша боль дает вам право жаловаться. Она дает вам внимание окружающих. Освобождает вас от ответственности за ваш успех или неуспех. Вот я не могу достичь большего, потому что я и так страдаю. Вы готовы обменять это сочувствие на холодную звенящую свободу? Четвертое. Разрешите себе быть плохим. Часто мы возвращаемся в боль, потому что боимся разочаровать других своим счастьем. Мы боимся стать чужими для своей деревни. Боимся, что если у нас все будет хорошо, нам будут завидовать. Но ваша подлинная жизнь начинается там, где заканчивается ваша лояльность чужим сценариям. Метаморфоза требует мужества быть непонятным. Вот посмотрите на свою боль еще раз. Но теперь с благодарностью. Она возвращалась к вам только потому, что она хотела, чтобы вы наконец-то увидели себя. Не свою роль, не свою маску, не свои достижения, а свою суть. Она ваш самый верный страж, который не пускает вас в ложное будущее. Как только урок будет выучен, боль исчезнет сама. Ей больше нечего будет здесь делать. Она растворится, как утренний туман. Когда вы наконец-то начнете звучать в свою полную силу. И вот, знаете, вот мы вскрыли этот нарыв. Мы увидели, почему мы бежим по кругу. Но знать теорию – это только половина дела. Теперь нужно увидеть саму клетку. Вот вы должны понять, что вы не просто попали в ситуацию. Вы должны осознать, что все твое существование – это спектакль, в котором ты играешь роль, написанную не тобой. Ты думаешь, что ты просто застрял, что у тебя просто временные трудности? Нет. Ты просто добросовестно исполняешь этот сценарий, который тебе подбросили в самом начале твоего пути. И ты делаешь это настолько мастерски, что ты сам поверил в эту игру. Друзья, давайте в следующем видео мы пойдем в самый центр этого безумия. Мы разберем тему, назовем ее «Ты не застрял,
ты повторяешь один и тот же сценарий. Давайте научимся видеть текст этого вот сценария, кто его написал, прямо в процессе жизни. Найдем ту самую кнопку «Стоп», которая позволит, наконец, выйти из чужого фильма и начать снимать свой собственный. Мы продолжаем нашу метаморфозу туда, где вы будете единственным автором. Напишите в комментариях одно слово, какую ситуацию вы проживаете сейчас по 3-му или 5-му, 10-му кругу. Просто назовите ее. Отношения, деньги или одиночество. Зафиксируйте эту точку в вашей карте. Друзья, оставайтесь со мной. До встречи.